Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». Сегодня я вам покажу, как вязать вот такой вот маленький кот Гринфилд. Это котик-брелочек, размер 11 сантиметров. Вот от головы до кончиков ушей. Если брать голову и туловище, то 10 сантиметров. Если с ушками, то получается 11 сантиметров. Очень быстрый и легкий мастер-класс. Вяжется он практически одной деталью. Вот одной деталью вывязываются ушки. Конечно, оформление мордочки затрачивается время, но мы все детали на мордочке мы с вами приклеиваем, потому что это брелочек, не вижу смысла, чтобы пришивать. Вот, поэтому я все детали горячим клеем приклеивала, тем более я уже хочу вам сказать, что я стирала брелочки, где приклеивались детали, вот, и ничего не отклеивалось, то есть клей очень хорошо держится. Вяжется он плюшевой пряжей на 100 грамм 120 метров. Вот, и прежде чем мы начнем, подписывайтесь на мой канал. Если вам понравится со мной вязать, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить много интересных идей и новых мастер-классов от меня. Ну, давайте начнем. Так, для вязания небольшого котика-брелочка нам необходимо немного оранжевой пряжи. Дальше желтая пряжа, это для усов. Белый джинс, я вяжу белки джинсом. Дальше черная, это мы выделяем все черные пятнышки на котике. Дальше я взяла небольшой розовую пряжу плюшевую для вышивания носика. Также глазки у нас 7 миллиметров. 7 миллиметров. Маркер, ножницы. Крючок нам понадобится 4 и 2,5 миллиметра. 2,5 миллиметра для вывязывания белков для глаз. Весь полностью котик будет связан крючком номер 4. То есть понадобится 2 крючка. Все, давайте начнем. Итак, начинаем вязать хвостик. И набираю 2 воздушные петли. Теперь во вторую петлю от крючка я провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Первый ряд готов. Второй ряд провязываем столбик прибавка и так по кругу. Первая прибавка, столбик без накида и прибавка вторая. Это второе повторение. Всего должно быть 3 повторения. В конце ряда у нас должно получиться 9 столбиков. Столбик без накида и следующую прибавка. Теперь третий ряд, 9 столбиков без накида по кругу. Девять. Прячу. Прячу кончик. И теперь провязываем 1 столбик и убавка. Так, нужно тоже сделать 3 повторения. И в конце ряда у нас останется 6 столбиков. Столбик без накида, убавка. Это будет второе повторение.
И столбик без накида, убавка, третье повторение. По кругу у нас получается 6 столбиков. Теперь 5 и 6 ряд я провязываю без прибавок и убавок, 6 столбиков без накида. По кругу провязываем. Хвостик мы набивать не будем, поэтому провязываем 2 ряда. Итак, вот такой хвостик получается. Теперь складываем пополам и провязываем. С одной стороны у нас 3 столбика и со второй стороны соединяем вместе. Первая петелька это там, где на крючок находится, поэтому 1, 2 и 3. Итак, у нас 3 столбика. Я обрезаю ниточку подлиннее, для того, чтобы пришить в дальнейшем хвостик сзади. Итак, хвостик готов. Теперь давайте начнем вязать тело. Итак, набираю 2 воздушные петли. И во вторую петлю я провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Первый ряд готов, второй ряд. Провязываю в начале прибавку 2 столбика без накида. В первый столбик ставлю маркер. Провязали первую, подтягиваем хвостик, провязали первую прибавку. Вторая прибавка. В одну петлю 2 столбика без накида. Третья прибавка. 2 столбика без накида. Провязав 3 прибавки, начинаем вывязывать с вами ножку. Набираю 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Теперь в четвертую петлю от крючка 1, 2, 3, 4. Задерживаю ее здесь, ногтиком придавливаем, чтобы не потерять четвертую петельку. И теперь вывязываем шишечку, которая состоит из 2 столбиков с 2 накидами. Я делаю 2 накида, ввожу в четвертую петельку и провязываю только эти 2 накида, оставляя петельку на крючке. Не до конца довязываю. Делаю опять 2 накида. И в эту же петлю я провязываю опять только накид. 1 и 2. Уже у нас 3 петельки на крючке. Провязываем их вместе. Делаем воздушную. И уже в основании этой шишечки я провязываю соединительный столбик. Вот так. Теперь по цепочке я провязываю соединительные столбики. 1, 2 и 3. Вот у нас получилась первая лапка. Теперь провязываю по основанию следующую четвертую прибавку. 1 прибавка. И в следующую, это уже будет 5-я прибавка. Теперь вывязываем вторую ножку. Набираю 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7.
делаю 2 накида, и в 4-ю петельку я провязываю только эти 2 накида. Теперь опять провязываю 2-й столбик. Теперь все петельки на крючке, воздушная, и в основании этой петельки. Теперь по цепочке, по ножке я провязываю 1, 2 и 3. Вторую лапку вывязали, и в конце последняя прибавка, 2 столбика без накида. Вот мы провязали с вами 2-й ряд. Теперь 3-й ряд. 1 столбик без накида плюс прибавка. Так нужно повторить 6 раз, и в конце получается 18 столбиков. Кстати, во 2-м ряду у нас получилось 12 столбиков, в 3-м должно получиться 18. Итак, столбик без накида провязали, в следующую прибавка. Это первое повторение. Столбик без накида. Прибавка. Это второе повторение. Столбик без накида, прибавка. Третье повторение. Дальше сгибаем лапку на себя и провязываем столбик без накида, следующую прибавка. Раз и 2. Опять столбик без накида и прибавка. Теперь опять лапку на себя и в конце столбик без накида и в конце прибавка. Вот так у нас получился 3-й ряд. Дальше 4-й и 5-й ряд провязываем без прибавок и убавок 18 столбиков без накида. Давайте так провяжем по кругу 2 ряда. Итак, провязала я 2 ряда. Вот такая деталь получается. Теперь следующий 6-й ряд. Снимаю маркер и провязываю 1 столбик без накида, убавка. Так нужно провязать до конца ряда. В конце ряда получается 12 столбиков. Итак, убавка за передние полупетельки. Дальше опять 1 столбик без накида, убавка. Это второе повторение. Дальше 3-е повторение. Четвертое. Пятое. И последнее. Столбик без накида и убавка. Это 6-е повторение. В конце у нас получается 12 столбиков. Вот такая получается деталь. Теперь 7-й ряд. Снимаю маркер и провязываем 6 столбиков без накида. В первую петлю ставлю маркер. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь с вами вывязываем ручку. Набираю 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Цепочка из 6 воздушных петель. В 3-ю петлю, в 3-ю от крючка я провязываю шишечку
которая состоит, так, в третью петлю, да, которая состоит из 2 столбиков с накидом. Провязываю только накид, петельки остаются на крючке. 3 петли на крючке, провязываю вместе, воздушная, и делаю соединительный столбик в основании этой шишечки. Теперь по цепочке провязываю соединительные столбики. 1, 2 и 3. Вот лапку мы с вами провязали. Вот лапка. Теперь провязываем 1 столбик без накида, 2, 3, 4, 5, 6. Провязав 6 столбиков, теперь вяжем тоже ручку. То есть в самом конце провязываем ручку. Набираю 1, 2, 3, 4, 5, 6. Набрали цепочку из 6 воздушных петель. Теперь делаю накид. И в третью петелечку от крючка я провязываю только накид. 2 петельки на крючке. Теперь опять накид. В эту же петелечку провязываю второй накид. 3 петли на крючке провязываю вместе. Воздушная. И в эту же петельку соединительный столбик. Теперь по цепочке провязываю 3 соединительных петли. 1, 2 и 3. Вот такое тело получается. Теперь 8 ряд. Я снимаю маркер и провязываю 1 столбик без накида, ставлю маркер. В следующую убавка. Убавка. Один столбик без накида. Убавка. Опускаю лапку. 1 столбик без накида. Убавка. Это уже третья убавка. 1 столбик без накида. И в конце убавка. По кругу у нас получается 8 столбиков. Вот такое тело получается. Теперь 9 ряд провязываем без прибавок и убавок 8 столбиков без накида. Давайте так провяжем. Подтягиваю, ставлю маркер в первый столбик. Дальше 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Вот провязала я 9 ряд. 10 ряд. Снимаю маркер и провязываю все 8 прибавок. В каждую петлю 2 столбика без накида. Первая прибавка. Вторая прибавка. Третья прибавка. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. И 8. Теперь 11 ряд.
столбик прибавка. Снимаю маркер, провязываю 1 столбик без накида, ставлю маркер. В следующую прибавка. Дальше 1 столбик без накида. В следующую прибавка. Так нужно повторить 8 раз. В конце должно получиться 24 столбика. Столбик без накида, прибавка. Это уже третье повторение. Прибавка, это уже будет четвертое повторение. Так, столбик без накида, прибавка, это уже будет пятое повторение. Дальше шестое повторение, седьмое и восьмое. Вот по кругу у нас получается, 24 столбика по кругу. Теперь 12, 13, 14 и 15 ряд провязываем по кругу без прибавок и убавок 24 столбика без накида. И затем нужно набить само туловище холофайбером. Давайте это сделаем. Итак, набила я тело, плотненькое такое. Вот вывязала я 4 ряда. И теперь 16 ряд. Теперь у нас закрытие. Поэтому провязываем 2 столбика убавка. Первый столбик, второй и убавка. Так нужно повторить 6 раз. В конце должно получиться 18 столбиков. Это уже будет второе повторение. Столбик без накида, второй столбик без накида и убавка. Это будет третье повторение. Раз, два, убавка, четвертое повторение. 1, 2 и убавка будет пятое повторение. 1, 2, убавка, шестое повторение. По кругу у нас получается 18 столбиков. Можно уже заполнять холофайбером игрушечку постепенно. Вот. Что я, наверное, сейчас и сделаю. Так, утрамбовали немного холофайбера. И теперь 17 ряд, столбик без накида, убавка. Теперь убавка через 1 столбик провязываем. Столбик без накида, убавка, это первое повторение. Столбик без накида, убавка, второе повторение. Столбик без накида, убавка, третье повторение. Столбик без накида, убавка, четвертое. Столбик без накида, убавка, это пятое повторение. И столбик без накида, убавка, шестое повторение. В конце ряда у нас должно получиться 12 столбиков. И теперь 18 ряд провязываем все убавки подряд, все 6 убавок. Первая убавка, вторая,
третья, четвертая, пятая, и шестая. Закрепляю ниточку. Обрезаю хвостик и вывожу. Теперь нужно добить еще холофайбером, потому что здесь пустота. И давайте набьем еще холофайбером и встретимся. Итак, набила я игрушечку, голову уже набила. Вот и теперь за полупетельки одела уже иголочку, и за полупетельки стягиваем отверстие. Вот отверстие стянуто, вставляю иголочку в центр, а вывожу в любое место. Вот, подтягиваю все, убираю лишнее и теперь путаю ниточки. Путаю ниточки. Все, спрятала я ниточку. Вот такая получилась у нас заготовочка. Вот сзади можно уже пришить хвостик. Сзади. Хвостик я пришиваю между третьим и четвертым рядом на уровне лапок. На уровне лапок пришиваю хвостик. Можем, кстати, и пришить. Итак, пришиваю хвостик вот на уровне лапок между третьим и четвертым рядом посерединке, чтобы было просто симметрично. Вот так. За петельки. И вот так. Все. Вот такой вот хвостик. Он немножко больше, чем обычно. Ну, за счет хвостика он должен так вот сидеть. Теперь давайте просто еще раз пройдемся по ряду. Вот. Все, закрепляем хвостик. Уже ниточка сыпется. Постараемся закрепить аккуратненько. Вот так. И спрятать узелочек. Вот так. Все. Отрезаем ниточку. Все, хвостик мы пришили, хвостик сзади, видите? То есть симметрично смотрим, как выглядит этот хвостик, чтобы это было ровненько между лапками сзади. Все. Так, давайте теперь с вами свяжем все детали для мордочки. Итак, вот такое вот веко. Одно я уже связала, давайте свяжем второе. Итак, набираю 2 воздушные петли
И во вторую петлю от крючка 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Все, века готово. Обрезаю хвостик, вывожу. Завязываю 2 кончика. И вот такой вот получается. Я не соединяю, вот, а просто провязала 6 столбиков и все. И закрепляю ниточку. И они такие получаются полукруг. Теперь я обрезаю хвостики. Немного остается. Я их прижигаю с внутренней стороны. Вот с внутренней стороны прижгла. С внешней. Вот здесь тоже с внутренней стороны прижгла. Вот, а с внешней вот такие вот получаются веки. Так, теперь вяжем белки. Я беру белую ниточку. Крючок номер 2,5. 2,5. Вот, и набираю 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Цепочка из 6 воздушных петель. Теперь во вторую петлю от крючка я провязываю прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше по цепочке провязываю столбик без накида 1, столбик без накида 2 и столбик без накида 3. Теперь в конце у нас остается петелька, я в нее провязываю 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. По второй стороне хвостик мы вяжем вместе с деталью, провязываю 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. И в конце провязываю прибавку. 1 и 2. Вот такая деталь получается. Теперь итак, первый ряд провязан. Теперь второй ряд. Значит, провязываю 2 прибавки. В первую петлю провязываю прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. В следующую прибавка. Дальше провязываем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Дальше 4 прибавки. Первая прибавка. Вторая прибавка. Третья прибавка. И 4-я прибавка. По второй стороне провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И в конце у нас остается 2 прибавки подряд. Первая прибавочка и вторая прибавка. Белок связан. Теперь отрезаю хвостик
Делаю соединительную петлю в первый столбик предыдущего ряда и фиксирую. Теперь завязываю на узелочек, не стягивая аккуратненько, чтобы деталь не стянуть. Сзади вот так вот. И обрезаю хвостики, немножко оставляю, мы будем это все приклеивать. Вот так я связала белок. Второй я уже связала. Вот такие два белка у меня получились. Все, теперь давайте свяжем с вами ушки. Итак, начинаем вязать ушки. Ушки, начало ушек у нас будет с 16 ряда. Смотрим, где наши прибавочки. Это будет 10 ряд. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Из 16 ряда, вот 16 ряда, я одеваю крючок напротив ручки, то есть посередине головы. Посередине головы. Вот так. Одеваю, беру оранжевую пряжу, цепляю, вывожу, делаю воздушную. Сюда же я провязываю столбик без накида. И сюда же я провязываю в этот ряд полустолбик с одним накидом. Вот так. Теперь захватываю следующий ряд. Вот так вот следующий ряд захватываю. В следующей петелечке мы провязываем 2 столбика с накидом. Делаю накид, провязываю 1, делаю накид и в эту же петелечку провязываю 2. Вот так. Делаю накид. В следующий ряд я провязываю полустолбик с одним накидом. Сюда же я провязываю столбик с одним накидом и соединительный столбик. Вот так, соединительный столбик. Вот так. Теперь обрезаю хвостик и вытягиваю ниточку. Вот такое ушко у нас получается. Теперь точно так же, только зеркально я буду провязывать, но оно в принципе и так одинаково. Провязывать буду также, только захватывая сначала сразу практически возле ушки. Возле первого ушка захватываю сразу. Только захватывать надо так, чтобы вот так вот, чтобы посерединке вот это вот ушко у нас было посерединке ручки. Вот так захватываем. И сразу возле ушка, вот первый ряд или последний. Так, захватываю, делаю воздушную. Затем столбик без накида. Затем полустолбик с одним накидом. Вот так. Теперь захватываем следующий ряд, чтобы он был на уровне ручки. Так, следующий ряд. И провязываю 2 столбика с накидом. Вот так. Теперь делаю накид. И вот в следующий ряд, я провязываю полустолбик с одним накидом. Теперь столбик без накида сюда же.
и соединительный столбик. Так, и теперь обрезаю хвостик, вытягиваю. Вот такие ушки получились. Смотрим, чтобы они были симметричны. Все, и теперь прячем хвостики. Итак, связали мы ушки, мы захватывали 16 ряд, 17 и 18. Ушки очень близко к серединке, у нас здесь нет пробела. Здесь идет 18, 17 и 16 ряд. Ушки стоят близко друг к другу, захватывая всего лишь 3 ряда. Теперь давайте с вами будем оформлять мордочку. Итак, усы вяжем желтой пряжей. Крючком номер 4 и набираем 12 воздушных петель, цепочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь делаю накид в третью петлю от крючка. Вот пальчиком показываю. В третью петлю от крючка 1, 2, 3 я провязываю столбик с накидом. Провязав столбик с накидом, сюда же в эту петельку я делаю соединительный столбик. Вот так. В эту же петлю, в одну петельку. Дальше я провязываю по цепочке 3 полустолбика с накидом. 1, 2, каждую петельку, 1 столбик, 1 полустолбик с накидом. Вот так. Теперь провязываю следующую петельку, соединительный столбик. Дальше опять провязываю зеркально 3 по цепочке 3 полустолбика с накидом. 1, 2 и 3. Так, и в последнюю петельку я провязываю, соединительный столбик, делаю накид и провязываю столбик с одним накидом. Вот так. Теперь обрезаю хвостик. Закрепляю. И теперь просто завязываю на узелочек, не затягивая, чтобы держала красиво форму. Смотрим, чтобы у нас красивая была форма. Не сильно затягиваем ее. Вот. И делаем вот так.
Теперь обрезаем хвостик, оставляя небольшие отрезочки. И тоже с обратной стороны я их прижигаю и тут же приклеиваю. Вот так. С обратной стороны. Вот такие усы получаются. Теперь что я делаю? Я беру белую пряжу. И посерединке, там, где у нас соединительный столбик, посерединке, с обратной стороны завязываю. Вот так посерединке. Вот так вот сильно-сильно завязываю. Вот. С лицевой стороны ничего не будет видно, но будет выражено, выразительнее будут усики смотреться. Вот так. Их мы можем обрезать и приклеить с внутренней стороны. Вот такие вот усы готовы. Итак, я приготовила глазки, белки. Значит, все белки, все мелкие детали мы с вами будем приклеивать, так как это брелочек. Вот клей горячий, у меня горячий пистолет, он очень хорошо клеится, не отклеивается. Я уже игрушки стирала, поэтому я буду все клеить. Можно, конечно, пришивать, но это долго, и из-за брелочка я не вижу смысла заморачиваться и все это пришивать. Вот поэтому я все приклеиваю, очень хорошо держится. Даже после стирки. Вот я уже стирала не эту игрушечку, а другие игрушки, которые приклеивала клеем. Клей, вернее, детали не отпадают после стирки. Я стирала в машинке на обычных оборотах. То есть не деликатная была стирка, а в обычную стирку с вещами я закинула брелочек. Вот, и у меня ничего не отклеилось. Поэтому я буду все клеить. Вы смотрите на свое усмотрение, можете это пришивать, но я не вижу смысла. Итак, смотрите, значит, глазки мы будем с вами вставлять между 13 и 14 рядами. Вот здесь вот все прибавочки, это у нас 10 ряд, 10, 11, 12, 13 и 14. Вот между 13 и 14 я вставила иголочки, чтобы видеть, где я буду вставлять глазки. Между глазками близкое расстояние, у меня здесь 4 столбика. Будет близко, так как в этой игрушечке белки расположены близко и глазки тоже. Теперь я зафиксировала, чтобы не потерять, для своего же удобства. Дальше беру белочек. Смотрите, вот здесь вот у нас есть два отверстия. Вот это вот дырочка, это между это первый ряд, и мы тут с вами вязали прибавки. Очень удобно, потому что я сюда вставляю, вот в это отверстие, я просто вставляю свой глазик. Вот так, прям в серединку. Точно так же беру белок другой, раскрываю вот это отверстие, и сюда же я вставляю глазик. Таким образом мы фиксируем его посерединке. Там, где у нас прибавки мы с вами вязали. Вот так. Теперь глазки вставляю там, где у нас отмечены иголочки. Вот так, раз. И сюда вставляю 2. Вот так. Все. Теперь будем все приклеивать. Приклеиваю я ровно,
смотрю вот так вот аккуратненько все. Вот так вот растягиваю. Ну, не растягиваю, а разглаживаю эту деталь. Все, и начинаем приклеивать. Приклеиваю я сначала с этой стороны. То есть фиксирую я с этой стороны. Фиксирую все ниточки. И по краям. Вот так вот сначала фиксирую оба глазика. Вот так вот. Итак, фиксирую сначала сверху. Теперь снимаю глазик. И фиксирую здесь. И вставляю в отверстие, расправляю все. Вот так. И теперь приклеиваю с этой стороны точно так же. Так. И вот. Расправляю. Вот так и фиксирую. Все приклеила. Если где-то что-то не доклеила, можно доклеить. В принципе, все доклеено. Ага, вот здесь вот можно еще. Вот так. Все, то есть смотрите, чтобы у вас все везде, вот этот вот полностью белочек был проклеен. Ножка на глазике тоже была вклеена. И вот так вот мы фиксируем. Теперь приклеиваем с вами вот эти вот веки. С внутренней стороны, там, где мы прижигали с вами. Вот. Я клею, вернее, я накладываю клей вот на белочек. Приблизительно. Полностью покрыла белочек. И вот так вот приклеиваю, пока только на сам белок. Вот видите? То есть сам белочек приклеиваю. Теперь клеем аккуратненько. Я проклеиваю, ну, клей наношу вот на оранжевую деталь. Вот. И теперь беру ногтиками и вот так вот вдавливаю. Вот так вот вдавливаю в голову. Вот
саму вот эти краешки. Можно не все сразу проклеивать, можно постепенно. Сначала один край зафиксировали, потом второй край. Вот видите, уже ничего не видно. Ни с одной, ни с другого края. Вот. Потому что мы хорошо с вами проклеили. Точно так же и здесь. Сначала клеим на белый, вернее, клей наносим на белую часть. И приблизительно посерединке ровную часть, вот эту вот ровную часть, вот так вот мы клеим сначала на белую. И видите, вот оно очень хорошо видно, что оно наклеено только на белой части. А это уже проклеено. Точно так же мы наносим с нижней части. Вот так вот. Вот, и вот так вот фиксируем, проклеивая края века. Итак, приклеили мы веки. Вот такие вот глазки получаются. Теперь с вами нужно вышить носик. Носик я беру розовую ниточку. И вот между, там где заканчиваются у нас белки, у нас есть тут 2 петельки. И вот я вставляю в любое место, а вывожу вот сразу возле петельки. Я захватываю 2 ряда. Вот, и я буду захватывать вот этот ряд. Так, не там вывела. Вот здесь. Так, и буду вот здесь вот заканчивать, вернее, прошивать. Вот видите, несколько стежков прошиваю в нижней части и перехожу чуть-чуть наверх. Вот, и прошиваю верхнюю часть. Тоже несколько стежочков. И вывожу там, где я заходила. Вот. Вот такой вот треугольничек у нас получается. Вот его немножко можно вот так вот поправить. Вот, и завязываю на узелочек. Вот так вот. Обрезаю хвостик. И прячу в деталь хвостики и узелочек тоже. Все.
Все, носик вот такой у нас получается. Захватив 2 ряда. Захватываю я 2 ряда. Вот такой вот носик получается. Теперь приклеиваю только усики. Вот это наша изнаночная сторона, это лицевая. Там, где мы с вами, там, где воздушные петельки, там, где цепочка, у нас будет она вверху. Там, где цепочка из 12 воздушных петель. Поэтому я сначала клею посерединке. И вот сразу под носиком, даже немножко захватив носик, вот так вот приклеиваю. Близко-близко. Близко-близко к носику. Вот так. Чтобы немножко захватила воздушные петли, носик захватил. Вот так. Приклеила. И теперь аккуратненько. Хвостики беленькие, они будут у нас внутри. Сначала проклеиваю серединку. И вот немножко наверх, вдоль. Получается вдоль белка наверх. Вот так, вдоль белка наверх. Вот так. И точно так же с этой стороны проклеиваю. Эту и ниточку проклеиваю, и усик. Все. Ну и чтобы они были симметричны, вот так наверх. Вот так. Вот. Итак, котик наш готов. Теперь нам нужно просто вышить черные пятнышки на ушках. Я вышиваю это все в хаотичном порядке. Здесь 3. Разнобой. Котики бывают разные, поэтому на хвостике немножко, на животике, не на животике, а по бокам немножко, на голове несколько стежков и на ушках. И давайте с вами вышьем. Под музычку я покажу вам, как вышиваю я.
Итак, вышила я пятнышки на хвостике, на брюшке по бокам, на голове по бокам и на ушках. Не обязательно это должно быть одинаково, ведь пятнышки у котиков бывают разные в разных местах, поэтому, чтобы это было прямо идеально, я не считаю нужным этого делать. Тем более, вот такой вот котик у нас получился. Вот, надеюсь, вам все понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много мастер-классов. Ну а на сегодня я вам говорю пока-пока.